Санта-Клаус в разных странах мира. Благодаря американским фильмам все знают, кто такой Санта-Клаус. Он приходит к детям перед Рождеством и оставляет им подарки под елкой. Санта-Клаус носит красный костюм, у него длинная белая борода, и он летает на повозке с волшебными оленями. В других странах есть свои версии Санта-Клауса. Вот некоторые из них. Русские дети получают подарки от Деда Мороза. Он ездит на санях, носит красное или синее пальто и шест. Обычно он приходит со своей внучкой Снегурочкой. Дед Мороз живет в Великом Устюге. Это город на севере России. Он дарит подарки в канун Нового года, в ночь с 31 декабря на 1 января. Ла Бефана – это рождественская ведьма, которая приходит к детям в Италии 5 января. Она наполняет новогодние носки хороших детей подарками и конфетами, а непослушные дети получают уголь, лук или чеснок. Есть старая история о Ла Бефане. 3 волхва искали младенца Иисуса и попросили старую женщину помочь им. Она отказалась, потому что хотела закончить уборку в своем доме. Теперь каждое Рождество Ла Бефана летает вокруг дома на своей метле. Она ищет младенца Иисуса и хочет подарить ему подарки. К детям в Исландии на Рождество приходят ёльские парни. Всего их 13. Они приходят по очереди в течение 13 ночей перед Рождеством и оставляют детям небольшие подарки в обуви на подоконнике. К швейцарским детям приходят 2 Санта-Клауса. Они приходят каждый год 6 декабря. Доброго Санту зовут Самихлаус. У него есть осел, который везет мешок со сладостями. Злого Санту зовут Шмуцли. Он несет мешок с углем, который получают непослушные дети вместо подарков. Санта-Клаус в разных странах мира. Благодаря американским фильмам все знают, кто такой Санта-Клаус. Он приходит к детям перед Рождеством и оставляет им подарки под елкой. Санта-Клаус носит красный костюм, у него длинная белая борода, и он летает на повозке с волшебными оленями. В других странах есть свои версии Санта-Клауса.
Вот некоторые из них. Русские дети получают подарки от Деда Мороза. Он ездит на санях, носит красное или синее пальто и шест. Обычно он приходит со своей внучкой, Снегурочкой. Дед Мороз живет в Великом Устюге. Это город на севере России. Он дарит подарки в канун Нового года, в ночь с 31 декабря на 1 января. Ла Бефана – это рождественская ведьма, которая приходит к детям в Италии 5 января. Она наполняет новогодние носки хороших детей подарками и конфетами, а непослушные дети получают уголь, лук или чеснок. Есть старая история о Ла Бефане. 3 волхва искали младенца Иисуса и попросили старую женщину помочь им. Она отказалась, потому что хотела закончить уборку в своем доме. Теперь каждое Рождество Ла Бефана летает вокруг дома на своей метле. Она ищет младенца Иисуса и хочет подарить ему подарки. К детям в Исландии на Рождество приходят йольские парни. Всего их 13. Они приходят по очереди в течение 13 ночей перед Рождеством и оставляют детям небольшие подарки в обуви на подоконнике. К швейцарским детям приходят 2 Санта-Клауса. Они приходят каждый год 6 декабря. Доброго Санту зовут Самихлаус. У него есть осел, который везет мешок со сладостями. Злого Санту зовут Шмуцли. Он несет мешок с углем, который получают непослушные дети вместо подарков.